Привет! Это канал «Из князя в грязи» и я, Дмитрий. За пройденные 3 с лишним тысячи километров в сезоне 2025 года я накопил приличный опыт в построении и использовании треков для квадропутешествий. И сегодня выполняю обещание. Расскажу о том, как просто и быстро построить маршрут практически в любой местности без платных программ и глубоких картографических навыков. Обязательно досмотри этот ролик до конца, потому что после него горизонты твоих квадровозможностей значительно расширятся, а маршрут мы будем строить на настоящий танковый полигон. Поехали! Наверняка вы, как и я в свое время, сталкивались с ситуацией, что хочется завести квадр и погнать, но некуда. Кажется, что все стоящие места вокруг дома или дачи уже посещены, дороги пройдены, и ничего нового нет. Нужно расширять горизонты, но как? Что для этого нужно? Какие сайты существуют и как ими пользоваться? Пропустив через себя массу информации, перебрав целую кучу сервисов и приложений, я понял, большинство из них вообще ни к чему. Достаточно того, что лежит на поверхности, и не только на начальном уровне, но и для первичного проектирования маршрутов даже в условиях гор. Так, несколько лет назад у меня появился первый прицеп и первый опыт дальников. Причем в первое путешествие мы с женой отправились на 200-кубовых квадроциклах. Сейчас я вряд ли бы на такое решился. Ну а на чем я перевожу квадр сейчас и почему именно на таком прицепе, расскажу в одном из следующих видео. Поэтому не забудь подписаться. А теперь к делу. Алгоритм построения маршрута таков. Определяем точку старта и конечную точку маршрута. Выявляем точки интереса, расположенные по пути следования. Красивые места, смотровые площадки, природные достопримечательности, места отдыха и прочее. Исследуем местность на предмет нежелательных участков, к примеру, болот. Это мы обсудим в других роликах. На начальном этапе я крайне не рекомендую экспериментировать, реально может засосать. Ну и прорисовываем сам трек, максимально детализированно. С этим разобрались, переходим к инструментарию. Можно, конечно, использовать более продвинутые редакторы типа JOSM, но мы договорились использовать бесплатные и простые сервисы. Поэтому будем работать в Яндекс.Картах. Проверять себя можно в картах Google, сервисе Тропинки.ру или приложении Google Maps со слоями и картами, которыми я делился с вами в прошлом видео. Вы можете посмотреть его по этой ссылке, скачать материалы и вернуться обратно на это видео. Дальнейший рассказ будет построен на конкретном примере. К нему и переходим. Строить трек мы будем при помощи самого доступного, но никому неизвестного конструктора карт Яндекс. Этот ролик можно использовать как сжатый урок. Ссылки на все, что вы увидите, есть в описании. Если хотите попрактиковаться, ставьте на паузу, авторизуйтесь и возвращайтесь. Если не хотите вникать в технические подробности, просто промотайте на следующий раздел при помощи тайм-кодов в описании. А мы буквально за 30 секунд пробежимся по функционалу. Интерфейс состоит из поля для сохранения и импорта файлов, панели для поиска объектов, инструментами линии для построения, метками для обозначения объектов или локаций и кнопкой изменения слоев. Есть карта, спутник и гибрид. Он нам и нужен. Решили танковый полигон? К нему и пойдем. Вот он. Это место я нашел именно таким образом, перебирая карты. И именно в тот момент, когда решил, что все уже видел. И район, в котором находится дача, меня уже ничем не удивит. Еще до того, как начал знакомиться с сотоварищами. И именно это открытие стало стартом к целой череде путешествий. Весной обязательно организуем поездку на полигон. Эта покатушка легко может изменить твою жизнь, поэтому подпишись на канал, чтобы не пропустить анонс. Искать достопримечательности проще всего на обычных Яндекс.Картах. Можно так и написать в поисковой строке. Если хочется ничего не пропустить, то рекомендую ознакомиться с подборками на различных сайтах. Искать что-то типа топ-10 природных достопримечательностей такой-то области или что-то в этом роде. Нам нужен танковый полигон. Копируем координаты, я их подготовил заранее, и переходим в конструктор. Вставляем их в поисковую строку и ставим отметку полигон. Есть. Точкой начала сделаем заправку, с которой мы частенько стартуем. Вот она. Имеем точку А и точку Б. Давайте прикинем расстояние между ними хотя бы по прямой. Используем линейку. Ого, прилично. Приключения на целый день обеспечены. Дело за малым – составить сам трек. Здесь мы пойдем от простого к сложному. Сначала строим линию в самом конструкторе. На гибридной карте это достаточно удобно. И только в спорных моментах обращаемся к картам Google, Генштабу или Guru Maps. Ищем точки интереса. В данном случае ими являются сами дороги. Есть вариант жесть и жесткая жесть.
поэтому нужно будет определиться лишь с более живописными и удобными местами отдыха. Но это в конце. А сейчас отвлечемся, и я быстро расскажу про наши товары. Мы не только делимся с вами опытом и красивыми видами из путешествий, но и производим аксессуары для персонализации техники. Именные колпаки на диске, шильды, эмблемы, крышки бензобаков, лючки и бардачки, как, например, на Lansin 1000 и Lansin 1000 Mat. Теперь владельцы моего любимого квадроцикла не мучаются с мытьем непонятно для чего сделанных подстаканников, а кайфуют от того, что все необходимые мелочи находятся буквально под рукой, сухие и чистые. Переходите в наш магазин и выбирайте то, что по душе. Часть работы, связанная с прокладыванием пути, может быть немного скучноватой, но дает вам обширное представление о местности. Вы откроете для себя не только лесные дороги и тропинки, но и даже целые карьеры. Сложности могут возникать с обходом дорог общего пользования и огороженных поселков, поэтому старайтесь сразу строить альтернативные маршруты и выделять их другим цветом для удобства. Наверное, вы заметили, что сначала я иду грубыми мазками, чтобы не упереться в тупик, детально проработав часть пути и в итоге переделывать его. Только после того, как я буду уверен, что должен попасть в пункт назначения, я буду добавлять точки максимально четко соответствующие каждому повороту. Вот так выглядит наш полуфабрикат. Расстояние чуть увеличилось. Теперь детализация. Как видим, обойтись без дорог общего пользования нам не удалось. Ну и ладно. С точки зрения построения маршрута это еще проще. Улицы отлично просматриваются, поэтому можно позволить себе небрежности. Расставляем дополнительные точки только на знаковых участках. Дальше вносим изменения для внедорожного пространства с учетом дорожного покрытия и сезона. К примеру, поля не получится проезжать напрямки ни летом, ни зимой из-за посева или лежащего снега. Поэтому смотрим спутники и ищем прокатанные дорожки. Идем по ним. Что ж, теперь нам осталось наметить места отдыха и обеда. Передвигаясь на такие расстояния и зная, что средняя скорость перемещения по лесам невелика, лучше заранее позаботиться о том, чтобы беседы и обсуждение техники с мужиками проходили в максимально душевной атмосфере. Поедим на полигоне, а отдохнем здесь, здесь и здесь. Должно быть ОТЛ. Маршрут готов, квадр уже заправлен и прогрет, но трек еще на компе. Нужно перенести его на навигационное устройство. Легко. Все, что нам нужно для этого сделать, это нажать «Сохранить и продолжить». Далее «Экспорт», GPX и кнопка «Скачать». Файл сохраняется в указанную вами директорию. Позже мы пересылаем его на устройство, которое будем использовать для навигации. Я обычно отправляю жене в Telegram. Как я говорил в предыдущем видео, где обсуждались устройства навигации, не забудь его посмотреть по ссылке здесь и в описании. Я использую для навигации планшет. Однако дублирую маршруты на телефон, чтобы не потеряться и не испытывать сложности при выходе планшета из строя. Поэтому захожу в переписку с обоих устройств, кликаю по файлу с треком и выбираю Guru Maps. Готово. Можно трогаться в путь. Как видите, нет ничего сложного. Пользуйтесь картами, экспериментируйте и катайте по полной. Не забудьте подписаться и посмотреть наш предыдущий ролик. В нем мы выясняем, какое устройство лучше подходит для навигации на квадроцикле или багги. С вами был канал «Из князя в грязи». Адиос, Квадрос!